Геополитика в России сегодня переживает свой ренессанс. Этот интерес вполне объясним, так как современный этап всемирной истории характеризуется серьезными сдвигами в сложившемся равновесии и требует принятия целого ряда неотложных политических решений. Изменение соотношения сил на мировой арене сопровождается крушением всего международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны. В этой ситуации самым значимым событием стал развал СССР и социалистического лагеря, что явилось закономерным фактором исторического процесса. С распадом СССР произошли качественные изменения в структуре международных отношений. Изменилось геополитическое и геостратегическое положение правопреемницы СССР – России. Характерной чертой сегодняшней России как бывшей супердержавы стало ее ослабление практически во всех областях политики, экономики, социальной сферы и культуры, но одновременно Россия остается второй в мире, после США, ядерной державой. Текущая ситуация напоминает передел мира, хотя в отличие от предыдущих его проявлений, нынешнее положение отличается иной основой взаимодействия силовых полей. Вот как это выглядит сегодня. НАТО продвигается к границам России с запада и фактически контролирует бывшую сферу влияния СССР. Руководство НАТО объявило Закавказье и Среднюю Азию сферой своей ответственности. В регионах Закавказья и Средней Азии геополитическую активность проявляет также Турция. Утверждение в этом регионе Турции неприемлемо для России. Но в то же время Россия должна развивать отношения с Турцией как с Черноморской державой. Это необходимо также и потому, что существуют проекты российско-турецких газопроводов. Вновь для России возникла проблема пользования проливами Босфора и Дарданеллы. Определенные политические круги Турции вновь возвратились к доктрине Черное море и Турецкое море, используя экологический фактор риска прохода российских танкеров. Другой проблемой, не менее серьезной для России, является Китай. Россия и Китай имеют общую границу длиной около 4200 километров. Ряд экспертов считают, что прогресс Китая в экономике представляет угрозу для России в форме постепенной китаизации редко заселенных областей Сибири и Дальнего Востока. Тем более, что разрыв демографического потенциала между двумя странами огромен. По некоторым данным, в этом регионе России нелегально находится около 200 тысяч китайцев. В связи с этим одной из насущных задач является ограничение китайской экспансии. Отношения России с Японией упираются в проблему Курильских островов и Турок-Кунашир-Шикотон-Хабамэ. Япония хочет присоединить их к своей территории и на этих условиях согласна подписать мирный договор с Россией. Россия не отрицает наличие территориальной проблемы между двумя странами, но возвращение Южных Курил не расценивается как удовлетворение законных претензий Токио. Российско-американские отношения характеризуются неустойчивостью. В результате распада СССР США и Запад в целом ничего не потеряли, а в России и бывших союзных республиках разразился экономический кризис. Распались союзнические связи. Начался вывод советских войск из Центральной и Восточной Европы и Афганистана, потребовавший огромных средств. Россия не является для США равноправным партнером, но нужна им в первую очередь как противовес Китаю. Расширение НАТО, означающее приближение к непосредственным границам России, это безусловно давление на нее. Поэтому все предложение о партнерстве необходимо рассматривать с точки зрения необходимости и выгоды для России. В последнее время США занялись перестройкой структуры безопасности в Евразии и в Европе. Россия рассматривает это как ущемление ее государственных интересов, так как необходимо время, чтобы разобраться, насколько разумна подобная перестройка. Отвечает ли она требованиям государственного суверенитета, праву этнических групп на самоопределение и тому подобное. В связи с этим основное требование к партнерским отношениям, к которым призывает США, заключается в том, чтобы действия США и НАТО не были направлены на разрушение территориальной целостности России и ее интеграции в рамках СНГ. Известно, что вплоть до середины 20 века одним из главных стремлений мировых держав было сохранение их влияния на обширных территориях в целях обеспечения контроля над ресурсами. Это поддерживало существование колониальных империй. Начиная с середины 20 века по мере развития процесса деколонизации стратегия великих держав меняется. Развитые государства стремятся установить контроль над потоками информации, товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, нежели над территориями. Борьба за сферы влияния велась в основном с помощью геоэкономических стратегий. На Россию оказывается своего рода геоэкономическое давление, так как она находится в окружении экономической триады мира. На западе Европейский Союз, на востоке Япония и тесно связанные с ней индустриальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На юго-востоке – Китай. Такая расстановка сил получила название системы больших пространств. В
В связи с этим для России актуальны не только реформы армии для повышения ее боеспособности, но прежде всего принятие серьезных решений в области геоэкономики. России предстоит решать проблему перевода внешнеэкономических связей на геоэкономические стратегии, основным содержанием которых является транснационализация экономики. Современное мировое хозяйство – это не только совокупность экономик национальных государств, связанных между собой обменом товарами и факторами производства, но и воспроизводственные цепи открытого типа в рамках многих государств и межгосударственных группировок. У многих высокоразвитых стран, использующих геоэкономические стратегии, все больше стираются грани между внутренней и внешней экономикой. Как и куда впишется Россия, зависит от многих факторов, в том числе от воли и аналитических способностей российских политиков. Таким образом, геополитическое влияние России в мире в значительной мере определяется ходом ее экономического развития, стратегией в выборе геоэкономических сфер и четко сформулированным геополитическим кодом, соответствующим реальному экономическому, социальному, политическому и культурному потенциалу страны.